Всем привет-привет, мальчики и девочки! Рада вас приветствовать на моем канале Катарина Лин. Огромную благодарность выражаю каждому из вас за вашу обратную связь. Сегодня предлагаю посмотреть тему расклада «Как прошла ваша чистка?». Сейчас у нас убывающая луна. Знаю, многие делают себе чистки, поэтому давайте мы с вами посмотрим, как прошла ваша чистка. Как обычно, будет три варианта. Первый – яшма красная, второй – авантюрин, третий – яшма океаническая. Выбирайте, пожалуйста, ваш вариант. И мы с вами будем смотреть. Итак, как прошла чистка у единичек? Как прошла чистка у двоечек? И как прошла чистка у троечек? Давайте смотреть, какую магию сняли. О, кто-то тут подселенцев поснимал. Какую магию сняли единички? Какую магию сняли двоечки? И какую магию сняли троечки? Итак, какую магию снимали единички? Какую магию снимали двоечки? Какую магию снимали троечки? Давайте посмотрим, на что вам нужно обратить внимание. Итак, три варианта. Выбирайте, пожалуйста, ваш. Кто не успел выбрать, ставьте на паузу. Кто выбрал, мы начинаем с первого варианта. Итак, кто выбрал яшму красную? Давайте посмотрим, как прошла ваша чистка. Чистка хорошо прошла, но вы потеряли много энергии. Вам надо сейчас накапливать вашу энергетику, делать определенные медитации, потому что вы тут, скорее всего, работали с огнем, отжиги, может быть, какие-то отливки горячим воском. Потеряли много энергетики. Обратите внимание на вашу энергетику. Ее нужно восстанавливать. Да, она полностью тут обнулилась. Нужно восстановить. Чистка-то прошла хорошо. Хорошо прошла чистка. Но энергетика полностью обнулилась. Поэтому тут надо восполнять энергетику. Либо ставьте себе искусственное наполнение энергетическое, или делайте определенные медитации, лечение звуками и так далее. Давайте посмотрим, какую магию вы тут снимали из себя. Что у вас тут хорошо шандарахнуло по энергетике. Ну, во-первых, если вам тут крутили вольты, вы 100% деактивировали все вольты. Это первое. Второе. Тут были такие работы сделанные, чтобы у вас не было работы, либо не было заказов, либо не было клиентов. Вот вы это все поснимали. Причем вы на самом деле освобождались от этих кандалов очень умно и разумно. То есть вы все отзеркалили обратно и делали очень умно. Если не вы себя чистили, а ваш мастер, то мастер тут довольно-таки мудрый. Он правильно тут все сделал. Ну, по этой карте тоже тут повторяются ограничения. То есть вы были в ограничениях, вы не могли шагу ступить. Ни в работе, ни клиенты не приходили. То есть вы, в кандалы вас посадили и все. Вот вы это все сняли тут. Сняли. Причем не просто сняли, еще и отзеркалили обратно. Ну и по пажу мечей тут, да, было снятие либо подселенца, либо беса какого-то. Внедряли вам тут. Через нижнюю чакру делали. Вот так вот, мои дорогие. Вот это вот вы все сняли. Ну, учитывая то, что у вас было подселение,
либо некропривязка тут была через нижнюю чакру, либо подселение мертвяка, либо мелкого беса тут подселяли. Учитывая это, да, я понимаю теперь, почему ваша энергетика сошла на ноль. Нужно обязательно восстанавливать вашу энергетику, вот прям обязательно. Чистка тут прошла хорошо, даже очень, я вам скажу. Но после таких чисток очень долго идет восстановление. Давайте посмотрим, на что вам нужно обратить внимание. Вам нужно обратить внимание на то, что вы огнем, вот огнем полностью себе счистили все, сняли всю энергетику. И тут карты вам говорят, если вы будете чиститься еще огнем, то восполняйте, ставьте либо воду перед собой, либо используйте стихию воды обязательно, потому что когда вы все это снимаете, у вас начинается какая-то хандра, нету притока энергии к вам, то есть вы сдираете всю энергетику. И вам тут что говорят? То, что у вас сейчас происходит, то, что вам кажется, что вы не дочистились, то, что вам кажется, что на вас еще что-то есть, это все мираж. Это мираж, это остаточное явление, которое осталось после магических воздействий. А вот ваше состояние, конкретно там физическое состояние, тут может быть упадок сил, тут может быть такой период, когда вы, допустим, почистили магические воздействия, которые на работу, и тут период такой, вроде бы магию сняли, но работы все равно нету, клиентов все равно нет. Вот этот вот период, он пройдет. Он пройдет. Вам нужно восстанавливать тут энергетику, потому что вы довольно-таки серьезно себя зачистили. Тут такое ощущение, что вы чистки делали ежедневно. Как и всегда говорю, не делайте чистки каждый день. Давайте энергетике восстановиться, хотя бы каждые там 3-4 дня. Но тут у вас, вы стали легкой добычей, у вас тут крадники были, но вы отправили бумеранг. Тут человеку уже летит бумеранг. Бумеранг будем смотреть в другом видео. В принципе, чистка прошла хорошо. На что обратить внимание? Если вы будете еще чиститься огнем, будет становиться еще хуже ваше состояние. Это может быть моральное состояние, это может быть, когда вы падаете в депрессию, например, когда вы плачете, когда вам кажется, что ничего не растет, когда вам кажется, что магия никак не счистилась. То есть это все мираж, говорят. Должно пройти время. После чисток всегда должно пройти время. Это остаточное явление после магических воздействий. Но чистка прошла идеально, идеально, очень хорошо. Так что, единички, восполняйте, пожалуйста, свою энергетику, потому что чем крепче ваша энергетика, тем тяжелее на вас вообще нападать и вас пробить. Вот такой был первый вариант. Единички, я с вами прощаюсь. Мы переходим ко второму варианту, кто выбрал авантюрин. Давайте посмотрим, как прошла ваша чистка. О, тут была чистка через темный пантеон. Прям темный пантеон, и чистка была с откупами. Вы платили, вы платили. Тут 100% чистка была через погост, через темных. Возможно, вы снимали такие работы здесь, как подселение, как черный приворот, как венчание, как порча насмерть. Ну, то есть тут все чистки шли через темный пантеон. За откуп. А дьявол любит много денег. Да, хорошо чистка прошла. Очень хорошо. Прям идеально. Вы тут отрубили все. В принципе, дороги тут открыты. Дороги открыты. Есть еще. Там ваши вражины продолжают нападать. Здесь говорят сейчас, чистка прошла хорошо. Через темный пантеон. Откупы были все уплачены. Уплачены, потому что монетка идет к дьяволу. Дороги открыты, но негодуют сейчас ваши вообще... Те, кто на вас нападал, негодуют. Такое ощущение, что они продолжают сейчас на вас воздействовать. И они озверели. После вашей чистки они реально озверели. Но чистка прошла тут очень хорошо. Очень хорошо. Давайте смотреть, какую магию снимали. Ну понятно. Понятно, да. Ну, поэтому через темный пантеон. Угу. Так, ну что я вижу? Я вижу здесь тотальную чистку. Во-первых, вам тут порчи на смерть делались. Вам тут делались работы на бесплодие, на одиночество. Но тут больше не то, чтобы одиночество, а то, чтобы вы умерли в одиночестве. Вот такая тут работа на вас была. На смерть. Но чтобы, когда вы умирали, вам прям вот никто не помог. Вот никто. Ни высшие силы, ни ваш род, ни те люди, которые живые рядом с вами. Вот полностью, чтобы вас скосило, и вы были одиноки в тот момент, когда умирали. Ну, помимо того, что вы поснимали вот эти работы,
Я вижу, вы тут себе сделали еще стабилизацию. Это стабилизация ситуации, гармонизация, укрепление отношений, либо своих позиций, там, например, на работе. Также тут проходят ритуалы на приведение в порядок там, своего настроения и так далее. То есть тут еще были вот такие работы, то есть для того, чтобы изменить ситуацию, гармонизировать, чтобы вернуть в нормальное русло эту ситуацию вообще. Так, что еще вижу? Вижу, снимали тут, либо приворот себя снимали, либо остуду снимали. Что-то такое. Закрытие дорог было, блокировка. И вот либо приворот, либо остуда, тут у каждого свое. Кто-то снимал с себя приворот, кто-то будет смотреть, снимал остуду. Работы были тяжелые. Тут вообще, если смотреть всю эту картину в общем, то хотели, чтобы вы умерли в одиночестве, при этом умерли от какой-то болезни, которая ниже пояса. Это может быть невматочное, какое-то кровотечение, какой-то рак, какие-то опухоли, там, ну вот всякие там вот то, что по-женски, там кисты, миомы там и так далее. Вот что-то в этом роде здесь хотели, чтобы вы умерли. Помучились, хорошенечко помучились перед этим. Вы это все сняли. Снимали через темный пантеон, молодцы, потому что тут работы такие стрёмные, через темных делалось. Да, вы отсекли. Ну тут такая агрессивная магия вообще была. Жесть просто. Тут агрессивная через темных магия была. Тут прямо вас вообще ненавидит ваш соперник. Но он сейчас озверел очень сильно. Его эмоционалка вообще капец. Потому что все покатилось тут обратно. Да, покатилось обратно, и теперь у него ограничения. Но это уже бумеранг. Это надо уже смотреть бумеранг. Потому что за счет вас он менял свою судьбу. Вы его отсекли. Да, своей чисткой. Чистка. Чистка прошла хорошо, великолепно, молодцы. Давайте посмотрим, на что вам надо обратить внимание. На что вам надо обратить внимание? Вам надо обратить внимание на то, что вот эти крысы, они продолжают на вас нападать. Они хотят засунуть вас в плен. Они хотят закрыть вас, понимаете? Чтобы вы сидели и вообще не выходили даже. И причем эти мыши, вот эти крысы, которые сейчас озверели, они будут вам в лицо улыбаться и говорить, какие они хорошие друзья там и так далее. А сами проклятиями сыпят. Ну тут алчные вообще люди, алчные, они хотят вас закрыть. Кстати, эти люди находятся на расстоянии от вас. На расстоянии. Чего они так к вам прицепились? А им хочется вашего благополучия. У них прямо душа раздирается, то, что вы имеете, а они не имеют. А вам это все на якоре, понимаете? Они хотят это стянуть. Они хотят это стянуть с вас. Они просто не понимают, почему у вас есть, а у них нет. Что это за судьба такая несправедливая? Почему вам дают, а им не дают? Смотрите, вот эти мыши, они будут под маской, они будут прикидываться лучшими друзьями, хорошими друзьями, для того, чтобы быстрее вас закрыть. Зачем? Так, ну я смотрю, у вас, в принципе, защита стоит, которая весь этот маскарад сразу снимает, весь этот груз. И открывает им лица. Ну тут они, понимаете, тут на вас нападают либо из-за мужчины, либо мужчины нападают. Да, хотят вот сделать вам через низ, чтобы вы умерли, подсадку сделать. Подсадить вам кого-то тут. Ниже пояса. Но сейчас вы полностью очищены, полностью. У вас прошло полное очищение. Но, пожалуйста, укрепляйте свою защиту, потому что тут вас предупреждают, что эти мыши и крысы будут продолжать делать на вас магическое воздействие. Они не остановятся. Тем более сейчас, после вашей чистки, они прямо сильно озверели. Вот такой был второй вариант. Двоечки, я вас благодарю. Мы переходим к третьему варианту. Кто выбрал Яшу Океаническую? Давайте смотреть, как прошла ваша чистка. Чистка тут раскручивается.
Она раскручивается очень тяжело. Тут, скорее всего, по третьему варианту какие-то тяжелые, застарелые работы. И я бы тут рекомендовала повторять чистку. Повторяйте чистку, потому что застарелые работы, они просто так не слетают. Она сейчас раскручивается, да, но работы тут... Она сейчас чистила, но такое ощущение, что не все, не полностью, потому что показывают, что застарелые работы. Давайте посмотрим, что вы тут снимали с себя. Так, ссоры, рассорки снимали. Потом делали гармонизацию. Тут дело в том, что кто-то делал гармонизацию своих отношений, пары конкретно. Либо там ритуалы какие-то на примирение, либо гармонизацию конкретно. Кто-то делал это, а кто-то будет смотреть. Тут были такие работы на открытие дорог, на достижение цели, на подъем своей энергии, на благосостояние, на процветание, может быть, ритуалы на здоровье были. Но в основном вот самая первая карта, которая вышла на вопрос, как прошла ваша чистка, это была королева кубков. Королева кубков. Вот она. И тут у нас король кубков. То есть в основном люди будут смотреть, те, которые делали на гармонизацию отношений. То есть чистили вот эти вот отвороты, остуды, рассорки, потому что тут, я смотрю, слетела с вас вот эта вот работа ссоры, рассорки, разлады, когда в семье и так далее. Плюс гармонизация прошла. Тут вы снимали... Тут вообще либо вас, либо вашего мужчину, тут постоянно его опаивали. Тут вот эта карта говорит, что на человека постоянно делают опои, окормы, либо на алкоголизм, либо привороты какие-то. Тут какая-то любовная магия. Вы снимали... Вы освободились от этого. Вы освободились. Тут сейчас ваши враги, они платят деньги для того, чтобы за вами наблюдать. Но вы освободились полностью. Либо вы платите деньги за то, чтобы за вами наблюдали за этой ситуацией. Ну тут смотрите по третьему варианту. Чистка, она прошла, но тут застарелая работа. Возможно, ее нужно будет повторить. Возможно, потому что застарелые работы, они не то что за один, они могут и за 5 ритуалов не слететь. Поэтому повторяйте, пожалуйста. Давайте посмотрим, на что вам надо обратить внимание. Вам надо обратить внимание, что какая-то ведьма, она наблюдает действительно за вами, как карты до этого показали. Она наблюдает, и она хочет вашу страсть разъединить. И ваши дороги с вашим изобилием и с вашими отношениями. То есть она постоянно за вами наблюдает. Она получает за это деньги. Вот даже карта рыбы вышла. Она получает за это деньги, она постоянно за вами наблюдает. За вашими отношениями. Карты сами выпадали, можно даже не выкладывать. Так, говорят, защиты укрепить надо. Нет, тут хорошая защита, нормально. Так, что вам скажу? Вы подобрали тут ключи, в принципе. Вам дают всегда подсказки, когда эта ведьма начинает на вас нападать. Сейчас вы укрепили свой фундамент, укрепили свою защиту. В принципе, все хорошо. Ведьма эта, она за деньги готова на все пойти, потому что она по себе алчная. Она сама по себе, ее интересуют только деньги. Ведьма находится на расстоянии от вас. Она работает через вашу фотографию, либо через какой-то предмет. Потому что я тут видела, вот, у нее есть какой-то ваш предмет, через который она может наблюдать за вами. Вот, защита тут, в принципе, нормально. Она не может пока ее снять. Не может. Но пытается снять защиту. Так, что вам скажу по третьему варианту. Смотрите, чистка ваша прошла нормально, хорошо, но она еще раскручивается. То есть она сейчас в процессе раскрутки. И раскручивается она, к сожалению, тяжело.
И такое очень часто бывает, либо когда уровень работ, те, которые на вас, они намного сильнее, чем тот мастер, который снимает. Либо такое бывает, когда очень застарелые работы. И если работы действительно застарелые, тут надо будет подновлять эти работы, то есть делать чистки. Но, пожалуйста, придерживайтесь правил, не делать чистки каждый день. Давайте хотя бы энергетики своей восстановиться 2-3 дня. Когда ваша энергетика разбита, вы просто начинаете болеть, вы начинаете плохо себя чувствовать, у вас может болеть голова, кружится голова. Вы действительно чувствуете себя вот так же, как бы на вас нападали. И вы думаете, что это нападение, а на самом деле это потеря энергии. Поэтому будьте, пожалуйста, с этим аккуратны. Вот такой был третий вариант, троечки. Я вас благодарю за просмотр. Вам надо будет делать еще чистки, не забудьте, пожалуйста. Вот такой был третий вариант. Я с вами прощаюсь, и сегодня я со всеми вами прощаюсь. Всем пока-пока.